Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня мы с вами поговорим о том, чем же пахнут звезды. Но в сегодняшнем выпуске у нас не простые звезды. Сегодня мы поговорим о любимых парфюмах женщин-политиков. Эти женщины добились успеха и построили карьеру в таком непростом, я бы даже сказала, отчасти мужском, грязном, возможно, деле, таком как политика. И я не буду и не хочу обсуждать их морально-этические качества. В конце концов, мой канал не об этом, а мне интересно, какие ароматы они выбирают для себя. И первой, кто мне пришел на ум, была железная леди Великобритании Маргарет Тэтчер. Действительно великая женщина, женщина неординарная, женщина с железным характером, которая стала не просто премьер-министром Великобритании, а первой женщиной, которая занимает в этой стране такой высокий пост. И на своем посту нужно сказать, что она добилась огромных успехов. Яркая, несгибаемая, решительная, твердая Маргарет Тэтчер. В повседневной жизни она пользовалась таким цветочным ароматом, и, возможно, он не совсем ассоциируется с ее личностью, но тем не менее. Я говорю про аромат Bluebell от Penhaligon's. И это такой очень натуралистичный, очень весенний аромат. Это аромат прежде всего гиацинтов. Сам аромат называется колокольчиком, но больше мне все-таки здесь слышна нота гиацинта. Он про весну, он про то время, когда тает снег, когда земля еще очень влажная, появляются какие-то первые цветы, но солнце еще очень такое робкое, несмелое и в полную силу еще не дарит свое тепло. Он такой чуть пудровый, очень неординарный, яркий. Возможно, в наше время он звучит как ретро, но тем не менее, я знаю, что и сейчас у него много поклонниц, и аромат действительно очень красивый, очень интересный. Я его могу называть колючим и чуть таким холодным, но это скорее вот это настроение первых весенних, еще не совсем теплых денечков. На старте здесь цитрусы, далее идет великолепный, очень, повторюсь, натуралистичный букет из ландыша, гиацинтов, жасмина, розы и цикламена. В базе же пряная гвоздика, гальбанум и корица. Для меня основные слышимые ноты здесь это, безусловно, гиацинт, и это вот эта пряность корицы в соединении с жасмином. Очень красиво, очень интересно звучит выбор великой железной леди Маргарет Тэтчер. Ну а следующая женщина-политик в этом выпуске – это восточная, утонченная, очень интересная и как будто бы никогда не стареющая Ирина Хакамада. Насколько я знаю, Ирина сейчас не занимается политикой, в то же время в ее жизни был активный период, когда она жила буквально-таки этим делом. Она, я знаю, баллотировалась на пост президента, но сейчас, насколько я знаю, Ирина отошла от дел, она живет в Бангкоке, если я не ошибаюсь. Итак, в одном из своих интервью модному журналу Ирина рассказывала, что ей очень нравится, ее привлекают необычные, нестандартные ароматы. В числе ее любимцев аромат от Armani Pride, название которого можно перевести как благовонное, благоухающее дерево. Действительно, аромат интересный и не совсем такой стандартный. Мне кажется, что так пахнет благородная древесина жарким днем, которая буквально-таки раскалена на солнце. И вот эти древесные смолы, эта древесина очень красиво раскрываются в данном аромате. Аромат достаточно оригинален в своем звучании, самобытный, очень красиво раскрывается, и в нем есть настроение медитации, настроение спокойствия, безмятежности. Он как будто бы заземляет вас, расслабляет и дает вам успокоиться. И в нем ноты лабданума, специи, ветивера и кедра. Ну и следующая героиня сегодняшнего выпуска – гроза всех рэперов, гроза интернета Екатерина Мизулина. Девушка яркая, девушка неординарная, красивая, безусловно. Ее работу, ее личные качества я не буду сейчас обсуждать. Как я уже сказала, мы собрались здесь не за этим. Тем не менее, Екатерина достаточно известна, популярна в интернете. И не только своей деятельностью. Я знаю, что новую волну интереса, новую волну популярности принесли к ней ее отношения с певцом-шаманом. Я не знаю, они просто встречаются или он официально сделал ей предложение. Тем не менее, пара достаточно заметная. Катерина Мизулина известна как любительница суперлюксовых брендов. Ее бижутерия, ее ювелирные изделия, супердорогие люксовые сумочки, наряды. Все это много обсуждалось в интернете. И у Катерины действительно большая коллекция люксовых каких-то вещей. Но при этом
Нет никакой информации, где бы Катерина сама поделилась выбором своего парфюма. Тем не менее, я не знаю почему, но в интернете ходит такой слух, что ей нравится аромат от Calvin Klein One Red Edition. Но, если честно, я не совсем верю, что это действительно любимый аромат Екатерины, потому что мне она представляется любительницей более дорогих брендов. Возможно, это какой-нибудь Clive Christian, это ароматы от Initio, что-то в этой плоскости. Но, тем не менее, такие слухи ходят. И все-таки действительно может быть, что человеку искренне нравится какой-то плюс-минус бюджетный аромат, и он с удовольствием им пользуется. Ну а на сегодня у меня все. Если у вас есть какие-то идеи, кого из звезд мы разберем в следующих выпусках, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Ну а я, как всегда, желаю вам хорошего дня и отличного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!